Всем привет! В этом видео предлагаю вам вместе со мной связать популярный коточепчик. Связать вы сможете на любой размер, любой пряжей и любыми спицами, потому что мой мастер-класс полностью расчетный, вам главное знать плотность своего вязания и обхват головы, на который будете вязать. Я буду вязать на обхват головы 54 сантиметра, и мой чепчик подойдет на размер 54-56 сантиметров. Вязать я буду пряжей пух норки в 3 сложения, 2 основные ниточки и 1 дополнительная, спицами 3,5 мм. И на мой размер при моей плотности вязания у меня ушел ровно 1 моточек пряжи. Давайте рассмотрим чепчик поближе. Вот так вот выглядит передняя часть чепчика. Вот так вот выглядит задняя часть чепчика. Вот такое вот идет сужение по затылочной части. Шовчик. Вот так вот выглядят ушки. Шовчик спереди. Шовчик сзади. И вот такая вот обвязка. Завязочки. Если вам понравился такой чепчик, давайте свяжем его вместе. Для вязания чепчика нам нужно знать обхват головы и плотность своего вязания в петлях. Я буду вязать на обхват головы 54 см и плотность моего вязания 2,21 петель. Здесь я для наглядности схематично изобразила наш чепчик, где вот этот вот прямоугольник – это часть от лба до затылочной части, а эта трапеция – это от затылочной части до шеи. Вот эта сторона – это у нас обхват головы. Эта сторона – это глубина всего чепчика. Нам для расчетов не нужна будет полностью вся глубина, нам нужна будет только глубина от переда до затылочной части. До затылочной части. Вначале мы узнаем, сколько петель нам нужно будет набрать. Для этого мы обхват головы, у меня это 54 сантиметра, умножаем на плотность своего вязания в петлях. У меня это 2,21 петли. Получается 119,34 петель. Для более плотного прилегания чепчика к голове нам нужно отнять от 10 до 15%, в зависимости от того, насколько хорошо ваш образец тянется. Мой образец тянется достаточно хорошо, поэтому я отнимаю 15%. И у меня получается 101,43 петель. Округляем это значение до целого числа. У меня получается 102 петли. И так как вязать мы будем поворотными рядами, то нам нужно будет прибавить еще 2 кромочные петли. Здесь так и запишем. 102 петли плюс 2 кромочные. Теперь разберемся вот с этой меркой от лба до затылочной части. Эту мерку можно снять с модели, а можно воспользоваться следующей формулой. Обхват головы делим пополам и отнимаем 40%. У меня получается 54 сантиметра, я делю пополам, минус 40%. 27 минус 40% получается 16,2 сантиметра. Можно оставить это значение так, а можно округлить до 0,5. Это может быть либо 16, либо 16,5. У меня ближайшее это 16 сантиметров. Получается, что вот эта часть у меня 16 сантиметров. Эту формулу я вывела сама и пока она меня еще не подводила. Я сделала расчеты на самые основные мерки, внесла их в таблицу. Ссылку на эту таблицу я оставлю внизу в описании под этим видео. Вы сможете воспользоваться этой таблицей, либо просто подставив свое значение, рассчитать самостоятельно. Далее, когда мы начнем вязать шапочку, начинать ее мы будем вязать с кулиски, которая вяжется платочной вязкой. С высотой кулиски определяйте самостоятельно. Я буду вязать высоту 2 сантиметра. В конце у нас будут идти ушки. Уши идут от 5 до 7 сантиметров, в зависимости от размера вашей шапочки и ваших предпочтений. Обычно, чем меньше размер, тем меньше ушки. Я буду вязать ушки 7 сантиметров. Здесь посередине у нас идет лицевая гладь. Для того, чтобы узнать, сколько сантиметров нам нужно будет провязать лицевой гладью, мы от 16 сантиметров отнимаем кулиску
2 сантиметра. И отнимаем ушки 7 сантиметров. И у меня получается 7 сантиметров. 7 сантиметров мне нужно будет провязать лицевой гладью. На этом пока расчеты мы закончим. Теперь берем пряжу, спицы и самым обычным способом набираем необходимое количество петель. Набрали необходимое количество петелек и дальше будем вязать кулиску. Вяжется она платочной вязкой. Для этого нам нужно будет все петли провязать лицевыми. Первую петельку кромочную мы снимаем, дальше вяжем лицевые петли. Провяжем с вами так лицевыми петлями до конца. Последнюю петельку кромочную вяжем изнаночной. Затем вязание разворачиваем и снова вяжем все петли лицевыми. И так вяжем, пока не дойдем до необходимой нам высоты. Я провязала 2 сантиметра кулиски платочной вязкой, дальше мы будем с вами вязать лицевой гладью. Обратите внимание на первый ряд. Если вы хотите, чтобы ваша лицевая сторона начиналась вот с такой косички, тогда вам нужно высоту провязать нечетное количество рядов. Если вы хотите, чтобы ваш первый ряд выглядел вот таким вот образом, тогда вам нужно будет провязать четное количество рядов. Я хочу, чтобы моя лицевая сторона начиналась с такой косички, поэтому я провязала высоту 7 рядов. Дальше мы будем с вами вязать лицевую гладь. Для этого нам нужно будет во всех лицевых рядах вязать лицевые петли, во всех изнаночных рядах изнаночные петли. Первую петельку кромочную мы снимаем, дальше провязываем все петельки до конца лицевыми. Последнюю петлю кромочную провязываем изнаночной. Довязываю лицевой ряд до конца, последнюю петлю кромочную провязываю изнаночной. И обратите внимание, что хвостик у меня находится с левой стороны. Теперь я работу разворачиваю, вяжем изнаночный ряд, кромочную снимаю, все остальные петельки мы провязываем изнаночными. Таким образом, чередуя лицевой ряд и изнаночный ряд, нам нужно будет провязать на необходимую высоту. В лицевых рядах мы вяжем все петли лицевыми, в изнаночных рядах мы вяжем все петли изнаночными. Я провязала 9 сантиметров, где 7 сантиметров это у меня лицевая гладь и 2 сантиметра это платочная вязка. И дальше мы с вами будем вязать ушки. И для этого сделаем расчеты. Всего у меня на спицах 102 петли. И нам нужно это количество разделить на 3 части. На центральную часть мы оставляем 30% от всех петель. Для этого 102 петли я умножаю на 30%. У меня получается 30,6 петель. Округляю это число до четного числа. Так как у меня здесь четное число, то и в центральной части у меня должно быть четное число. У меня получается 30 петель. По бокам у меня идет равное количество петель. Я от 102 петель отнимаю 30 петель, получается 72 петли, и делю это количество пополам. У меня получается 36 петель. Здесь и здесь у меня по 36 петель. Теперь мы с боковой части выделим по одной петельке. Здесь и здесь. И вдоль этих петелек мы будем делать прибавки для наших ушек. Получается у меня 35 петель, 1 петелька, 30 петель центральной части, 1 петелька, 35 петель, ну и кромочная. И теперь развесим маркеры, исходя из наших расчетов. Берем наше вязание. Вот у меня кромочная петля, ее я убираю и отсчитываю 35 петелек. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35. Вот эта вот петелька, вдоль которой буду делать прибавки. Ее можно выделить с двух сторон маркерами. Я выделяю вот таким вот образом. Просто на эту петельку я вешаю маркер. Дальше у меня идет 30 петель центральной части. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Снова петелька, которую нам нужно будет выделить маркером. И до конца у меня должно остаться 36 петелек. Проверяем. Все верно. Начиная со следующего ряда мы будем делать с вами прибавки вдоль вот этой петельки. Для этого нам нужно будет провязать лицевыми петельками
до этой петли. Провяжем и встретимся. Я довязала до своей петельки, и теперь нам нужно будет сделать прибавку. Прибавки мы делаем из протяжек. И первая прибавка у нас идет с наклоном вправо. Для этого мы подхватываем протяжку спереди, накидываем ее на левую спицу. И теперь мы эту протяжку провязываем за переднюю стеночку. Мы с вами сделали прибавку с наклоном вправо. Центральную петлю мы всегда провязываем лицевой в лицевых рядах. Теперь мы делаем прибавку с наклоном влево. Для этого подхватываем протяжку сзади, накидываем ее на левую спицу и провязываем эту протяжку за заднюю стеночку. Мы с вами сделали 2 прибавки. Дальше мы провязываем лицевыми петельками до следующего маркера. Я дошла до следующего маркера, и давайте с вами снова сделаем прибавки вместе. Сначала мы делаем прибавку с наклоном вправо. Для этого подхватываем протяжку спереди, накидываем ее на левую спицу и провязываем эту протяжку за переднюю стеночку. Центральная петля, которую мы провязываем лицевой. Теперь у нас идет прибавка с наклоном влево. Для этого подхватываем протяжку сзади, вешаем на левую спицу и провязываем эту протяжку за заднюю стеночку. Мы с вами снова сделали 2 прибавки. Дальше довязываем ряд лицевыми петлями без изменений. После того, как довяжем этот ряд до конца, работу разворачиваем и начинаем вязать изнаночный ряд. Изнаночный ряд вяжется изнаночными петлями без изменений, без прибавок, без убавок. То есть прибавки вдоль вот этих вот линий мы делаем только на лицевой стороне. И таким образом, чередуя лицевой ряд с прибавками, изнаночный ряд без изменений, мы с вами провяжем на необходимую высоту наши ушки. Я провязала 7 сантиметров ушка. Высоту ушка мы измеряем вот по этой линии, которая образовалась за счет прибавок вдоль центральной петли. Прикладываем вот так вот ленту и смотрим. Вот они, мои 7 сантиметров. Теперь для формирования ушек нам нужно будет убавить столько петель, сколько мы прибавили. Я провязала 20 рядов, это 10 лицевых и 10 изнаночных рядов. Прибавки мы делали только в лицевых рядах. Получается, что я прибавила 10 петелек с этой стороны и 10 петелек с этой стороны. Отметим эти петли маркерами. Вот у меня идет центральная петелька. Теперь отсчитываю от этой центральной петли влево 10 петелек. 2, 4, 6, 8, 10. Вешаю маркер. Вправо. Вот центральная петля, отсчитываю 10 петелек. 2, 4, 6, 8, 10. Мы сначала с вами сделаем одно ушко. Вот так вот мы будем делать убавки, вот такое вот ушко у нас получится. И потом мы сделаем второе ушко, поэтому пока можно маркеры не вешать. Повесим только на одном и будем вязать его. Сейчас нам нужно будет провязать лицевыми петельками до центральной петли. Центральную петельку мы не провязываем, все остальные петли провязываем лицевыми. Я дошла до маркера, провязала 10 петелек ушка. Вот она, моя центральная петля. И теперь нам нужно будет эту центральную петлю и следующую петельку провязать вместе лицевой. Работу разворачиваем. Нам нужно снять первую петельку и провязать следующие 2 петельки вместе изнаночной. С изнаночной стороны мы провязываем петельки изнаночными вместе, с лицевой лицевой. Работу разворачиваем, снимаем первую петельку. Здесь у нас образовалось вот такое отверстие. Нам нужно теперь провязать эту петельку и эту вместе. Провязываем ее вместе лицевой. Разворачиваем работу, переснимаем петельку. Вот у нас с изнаночной стороны также образовалось отверстие. Теперь мы 2 петельки провязываем вместе изнаночной. Работу разворачиваем. Итак, провязывая по 2 петельки, одну снимаем, 2 петельки, которые возле отверстия, мы провязываем вместе. С лицевой стороны мы провязываем их лицевыми, с изнаночной изнаночными. Нам нужно будет провязать, пока не провяжем все петельки, которые находятся между маркерами. Я нахожусь на изнаночной стороне. У меня осталось здесь 3 петельки. Одну петельку я переснимаю, 2 провязываю вместе.
Дошла до маркера, работу разворачиваю, снова переснимаю одну петельку, и вот еще мои 2 петли. Их я провязываю вместе лицевой. У меня между маркерами осталось 2 петельки. Работу разворачиваем, переснимаем петлю, эту тоже мы снимаем, маркер убираем, возвращаем петельку назад и провязываем 2 петли вместе изнаночной. Работу разворачиваем, одну петельку мы переснимаем, маркер убираем, 2 петельки провязываем вместе лицевой. И дальше мы продолжаем вязать все петельки лицевыми. Давайте отметим здесь также наше ушко. Вот моя центральная петелька. Отсчитываю влево и вправо по 10 петелек. Теперь мы доходим лицевыми петельками до этого ушка, доходим до центральной петельки, и затем центральную петлю провязываем со следующей вместе. И повторяем все то же самое, как и вот с этим ушком. Вот такое вот ушко у нас получается. Свяжем второе ушко, после него провяжем полностью весь ряд изнаночным и вернемся, будем дальше вязать с вами вместе. Когда вы будете вязать изнаночный ряд, вы увидите, что остаются вот такие вот отверстия возле одного ушка и возле другого ушка. Не переживайте, просто провязывайте все петельки изнаночными. И вот этих отверстий потом видно не будет. Вот у меня одно ушко, и вот второе ушко. Довязываем ряд до конца. Я связала второе ушко, вот так вот они у меня выглядят. Так выглядит ушко спереди, и вот такой шовчик получается сзади. После того, как мы с вами провязали оба ушка, у нас в центральной части остается то же количество петель, что и в расчетах, в боковых частях на одну петельку меньше. Нам нужно также выделить центральную часть и повесить маркеры. То есть у меня теперь идет кромочная, 35 петелек, маркер, 30 петель центральной части, маркер, и 35 петелек боковой части кромочная. И теперь мы с вами будем формировать затылок, делать убавки так же, как мы делали их на ушках. Вот таким вот образом будем. И чтобы знать, сколько петелек нам нужно убавить, мы должны боковую часть разделить пополам. У меня здесь 35 петель, ровно оно не делится, поэтому я делю как 18 петелек и 17 петелек и вешаю маркер. Кромочная 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Я вешаю маркер. У меня остается 17 петелек. И теперь нам нужно будет провязать лицевыми петлями. Мы провязываем до маркера центральной части, провязываем центральную часть. И когда дойдем до этого маркерочка, мы с вами встретимся. Я провязала петельки лицевыми, провязываю центральную часть и не довязываю одну петельку с центральной части. Маркер этот я убираю. Это маркер, который разделил центральную часть. Вот у меня одна петелька до маркера, маркер и боковую часть. И теперь мне нужно будет эти 2 петельки провязать вместе. Одну петельку с центральной части, одну петельку с боковой части. Провязываю эти 2 петли вместе лицевой. Работу разворачиваем. Петельку переснимаем. И дальше вяжем все петельки изнаночными. Здесь нам нужно будет дойти вот до этого маркерочка, не довязывая одну петлю. Я дошла до маркера, не довязав одну петельку с центральной части. Здесь я также маркер убираю. И теперь мне нужно провязать одну петельку центральной части и одну петельку с боковой части вместе изнаночной. Работу разворачиваем. Эту петельку мы переснимаем и дальше вяжем все петли лицевыми. Дойдем вот до этого отверстия и провяжем 2 петельки вместе. Затем работу развернем, провяжем все петельки изнаночными, дойдем до этого отверстия
И здесь провяжем 2 петельки изнаночными. Итак, мы с вами будем вязать поворотными рядами до тех пор, пока не дойдем вот до этих зеленых маркерочков, которые разделили нашу боковую часть пополам. Вяжем затылочную часть и встретимся. Я довязала до середины боковой части. Вот так вот выглядит пока наш чепчик. Вот у меня идет отверстие, вот маркер между ними. И здесь также. И теперь мы с вами будем делать убавки не только по боковым частям, но и в центральной части. И для этого сделаем расчеты. Мы с вами до конца довязали вот эту часть. И теперь будем вязать вот эту часть. Это у нас будет затылочная часть. Смотрим. Вот это вот центральная часть. Переписываем, сколько петелек у нас здесь есть. У меня в центральной части 30 петель. Здесь у нас идет сужение, и записываем то количество петель, которое должно быть в конце. Мы отводим туда 2-4 сантиметра, в зависимости от размера чепчика. Я вяжу на большой размер, поэтому я беру 4 сантиметра. Переводим 4 сантиметра в петли. Для этого умножаем на плотность своего вязания. 2,21 петель. У меня получается 8,84 петель. Теперь нам это значение нужно округлить. Если у вас здесь четное количество петель, тогда и здесь должно быть четное количество петель. Если у вас здесь нечетное количество петель, тогда и здесь должно быть нечетное количество петель. У меня здесь четное, поэтому я это значение округляю до 8 петель. То есть в конце у меня должно быть 8 петелек. Теперь узнаем, сколько петель нам нужно будет убавить. Для этого от 30 петелек отнимаем 8 петель. У меня получается 22 петли. Убавлять мы будем с двух сторон. Получается, что за один ряд мы с вами убавим 2 петли. Поэтому делим наше количество пополам. У меня получается 11. То есть мне понадобится 11 рядов, чтобы убавить 22 петли. Убавки мы с вами будем делать еще также по боковым частям. У меня здесь 18 петелек с одной стороны и 18 петелек с другой стороны. И для того, чтобы мне убавить все эти 18 петелек, мне нужно будет провязать 18 лицевых и 18 изнаночных рядов. Переписываем вот таким вот образом полностью все наши петельки боковые. У меня их 18, я здесь пишу числа до 18. То есть я должна буду убрать по 18 петелек по бокам и по 11 петелек вот здесь в центральной части. Распределяем свои 11 петелек таким образом, чтобы сначала они шли реже, а затем уже в конце шли чаще. Я здесь сразу ставлю прочерк, потому что последний свой лицевой ряд я хочу вязать без изменений в центральной части. А здесь я уже буду распределять свои 11 убавок. И мое распределение будет следующим. Здесь у меня записаны только лицевые ряды. То есть я сначала провяжу лицевой ряд с убавкой по центральной части, затем вяжу лицевой ряд без изменений в центральной части. Следующий, третий лицевой ряд у меня опять идет со второй убавкой. И таким образом, вот так вот я распределила все свои убавки. Сейчас на практике все станет более ясно. Итак, начинаем вязать первый ряд, где делаем убавки не только по боковым частям, но и по центральной. Первую петельку мы с вами снимаем, продолжаем вязать так же, как вязали до этого. Следующие 2 петельки нам нужно будет провязать вместе с наклоном влево. Для этого провязываем их сверху. Мы с вами сделали первую убавку в центральной части. Дальше мы вяжем все петельки лицевыми до тех пор, пока у нас не останется 3 петельки вот от этого отверстия. 1, 2, 3. Все остальные петельки вяжем лицевыми. У меня осталось до маркера, до этого отверстия 3 петельки. Теперь мне нужно сделать убавку с наклоном вправо. Для этого я разворачиваю петельки и провязываю их вместе снизу. Вот она, моя убавка. Следующие 2 петельки нам нужно будет провязать вместе. Маркер я убираю. Вот мои 2 петли, отверстия. Провязываю вместе. Мы с вами провязали один лицевой ряд с убавками в центральной части. Здесь я отмечаю.
Работу мы развернули и дальше вяжем изнаночный ряд. Первую петельку снимаем, дальше провязываем все петли изнаночными. Я дошла до маркера с изнаночной стороны. Переснимаю петельку, убираю маркер, возвращаю петлю и провязываю 2 петельки вместе изнаночной. Работу разворачиваем и смотрим, что у меня здесь по расчетам. Следующий лицевой ряд я должна провязать без изменений, то есть убавки по центральной части я не делаю. Просто переснимаю петельку и вяжу, делаю убавки так же, как мы делали с вами до этого, только в боковых частях. Я отметила, что провязала второй ряд без изменений, вяжу третий лицевой ряд, в котором у меня идет убавка по центральной части. Переснимаю петлю и провязываю следующие 2 петельки вместе сверху. Дальше вяжу лицевыми до тех пор, пока у меня не останется 3 петли. 1, 2, 3. У меня осталось 3 петельки, теперь я делаю убавку с наклоном вправо. Для этого я разворачиваю петли и провязываю их вместе снизу. Следующие 2 петельки я провязываю вместе лицевой сверху. И отмечаю, что я провязала третий лицевой ряд, сделав вторую убавку в центральной части. Дальше мы с вами будем вязать таким же образом, делая убавки в центральных частях, как у нас получилось при расчетах. Мы должны будем с вами провязать полностью все боковые петли, и у нас в конце должно остаться необходимое количество петелек. Провяжем и встретимся. Я довязала убавки до конца, ниточку отрезала, оставшиеся петельки пересняла на дополнительную спицу. Здесь у меня 2 кромочные петли и 8 петель полотна. Вот так выглядит чепчик спереди. И вот так вот выглядит чепчик сзади. Вот они, наши убавочки. И нам осталось сделать нашему чепчику завязочки. Чтобы узнать, сколько петелек нам нужно набирать для завязочек, мы определяемся с длиной завязок. Я буду вязать завязочки 20 сантиметров. 20 сантиметров я умножаю на плотность своего вязания в петлях. И у меня получается 44,2 петли. И я наберу для своих завязочек 44 петельки. Набираем самым обычным способом. Набрали необходимое количество петелек. Теперь берем наш чепчик и поворачиваем его вот таким вот образом. Ушки снизу, на нас смотрит задняя часть чепчика. Берем краешек чепчика. И теперь нам нужно будет поднимать вот эти вот петельки. Здесь у нас идут кромочные петли, и будем поднимать за переднюю стеночку. Подхватили переднюю стеночку первой петли, вытягиваем рабочую нить. Ее хорошо подтягиваем. Вторая петля, вытягиваем рабочую нить. И таким образом поднимаем все кромочные петельки. Вот у нас кромочная петля. Вот она. Мы подхватываем только одну стенку. Таким образом дойдем до открытых петелек. Дошли до открытых петелек. Здесь вот у нас остался кончик ниточки. Его мы прикладываем вместе с нашей основной ниточкой. Приложили оба кончика. И теперь петельки, которые у нас остались открытыми, мы провязываем. Таким образом прячем еще и хвостик. Провязали петельки, спицу убираем дополнительно. И дальше продолжаем поднимать петельки. Все, мы подняли все петельки. И теперь нам нужно будет набрать на спице столько же петелек, сколько мы набирали здесь в начале.
Набираем следующим образом. Ниточку у нас на указательном пальце. Теперь указательный палец сгибаем пополам и ниточку переносим на спицу. 1. Здесь хорошо подтягиваем. Снова сгибаем палец. Образовавшуюся петельку накидываем на спицу. 2, 3, 4. И таким образом набираем необходимое количество петель. Мы набрали петельки для одной завязочки, подняли петельки по чепчику, набрали петельки для второй завязочки, и дальше мы с вами будем вязать платочной вязкой, то есть все ряды будем провязывать лицевыми петлями. Вяжем до тех пор, пока вас либо не устроит высота завязочки, либо провязывайте столько же рядов, сколько у вас было в самом начале, либо пока не закончится клубочек. Мне хватило пряжи на 3 рядочка. Вот так выглядит обвязка. И вот так вот выглядят мои завязочки. И теперь нужно будет закрыть петельки. Закрываем самым обычным способом. Провязываем 2 петельки вместе и накидываем петлю обратно на левую спицу. Снова провязываем 2 петли вместе. Возвращаем петельку на левую спицу. И так закрываем до тех пор, пока не закроем все петли. Я закрыла все петельки до конца, спрятала все ниточки. И вот такой чепчик у меня получился. Спасибо всем, кто смотрел это видео до конца, кто вязал вместе со мной. Всего доброго, до новых встреч!